Сегодня Владимиру Путину исполнилось 73. Очевидно, именно по этому поводу Украина нанесла самый массированный за всю войну удар вглубь российской территории. Российская Минобороны сообщает о 200 сбитых беспилотников, что говорит об одном. Украина нарастила свои возможности на порядок, и вполне реален вариант, что обещанный Зеленским блэкаут перед отопительным сезоном в крупных городах не пустые слова, а реальная угроза. Позавчера мы с вами говорили об атаках по электросети. Вчера обсудили удары по НПЗ, которые уже значимо влияют на топливный рынок России. Сегодня скажем об еще одном маркере того, что война снова идет не так, как Путину хотелось бы. Что нет вовсе никаких идей, как защитить собственную территорию, кроме как смириться и подстроиться. Как сам Путин реагирует на все это явное позорище и демонстрацию собственной слабости, которая очевидна всем и внутри, и снаружи? Напрямую никак не реагирует. Но если мы вернемся на несколько дней назад и посмотрим, что он говорил на Валдайском форуме, то понятно общее направление его мысли. Что он пытается сказать, по крайней мере, внешней аудитории, и чем оправдывает очевидные провалы. Прежде чем начнем, по ссылке в описании, как всегда, вы найдете способы по обходу российских блокировок. Ну а также и ссылку на платный Shiva VPN, он спонсор рубрики. У него есть конкурсы в Telegram с розыгрышем Telegram Stars и 3 тестовых дня бесплатно. Путин выступил на Валдае. В любом такого рода выступлении нам нужно найти два маркера. К кому эта речь обращена и что хотят ею сообщить целевой аудитории. С Путиным проделать такой фокус несложно. По словам и формату его речей всегда можно понять, с кем он разговаривает. С бюрократией, с внешними слушателями, с Трампом или с европейцами, с гражданами. В зависимости от целевой аудитории темы меняются разительно. Для нас выступление Путина перед федеральным собранием может звучать как полное балабольство. Но так оно и не к нам обращено. Это начальству рассказывают, что в этом сезоне носят. Мы воюем, мы ищем национал-предателей, мы тратим деньги, мы экономим деньги. Кого из бюрократов мы любим, а кого любим не до такой степени. Послание федеральному собранию важно для тех, кто хочет держать нос по ветру. Потому что оно творчески будет переработано и превратится в новые законы и в методички пропаганды. Кому надо, у кого усики правильно настроены на начальственные настроения, те умеют улавливать сигналы, которые нам могут показаться полнейшей нелепицей. Когда Путин общается с внешней аудиторией, там могут появиться какие-то совершенно невероятные показатели российских успехов. Когда вам вдруг называют зарплаты, каких в вашей профессии никогда не видели, когда начинают ездить и летать то, чего еще и в проекте не существует, вы спрашиваете себя, да на кого же это все рассчитано-то, кто же в это поверит? Так вот, скорее всего, это говорится для людей, которые с Россией не особенно знакомы, и 200 тысяч рублей звучит для них как миллион пиастров, то есть как чистая абстракция. Именно поэтому зачастую непросто бывает ответить на вопрос, а к чему это все? Не потому, что сказанное бессмысленно само по себе, а потому, что Путин в данном случае разговаривал не с вами. В случае валдайских своих рассуждений Путин, очевидно, полемизирует с Трампом. Ведь в последнее время американский президент занимается худшим с точки зрения Путина непотребством. Он публично сомневается не только в способности Путина победить, но в целом в его способности превращать слова в действия и реализовывать свои угрозы. Какой-то нехороший человек рассказал Трампу, что несокрушимая и легендарная экономика Владимира Путина вообще-то существует в долг и лихорадочно ищет хоть какие-то деньги по углам и сусекам. Кто-то не дал Трампу возможности забыть все те громкие анонсы больших побед и достижений, которые Путин ему вешал по весне, и показал, что, мягко говоря, реальность эти анонсы не догнала. Самое же обидное, судя по всему, в том, что от Путина новой американской администрации ничего больше особенно не нужно. Ни с первого, ни со второго, даже не с пятого раза, но, видимо, после эпохальной встречи на Аляске до всех окончательно дошло. Путин во время этих разговоров преследует какие угодно цели. Веселится, издевается, тянет время, выторговывает снятие санкций, что угодно, только ни о чем в реальности договариваться не собирается. Веселье продолжалось долго. Все-таки 9 месяцев водить американского президента за нос и выставлять его вселенским простофилей – это тебе не хухры-мухры. Веселье это затянулось, но оно закончилось. Путин больше никому не интересен ни как собеседник, ни как сторона переговоров.
Что говорил Трамп по весне, когда весной Украина била почему-то важному внутри России? Трамп говорил: «Нехорошо, срывайте переговоры, ай-яй-яй, мне это не нравится», — говорил Трамп. А что происходит сейчас, когда масштаб дроновых атак дошел до сотен штук, а Украина, видимо, всерьез вознамерилась заблокаутить, по крайней мере, существенную часть приграничных территорий России? Трамп говорит: «А я подумаю насчет томагавков». Связано ли разглагольствование Путина с изменением позиции Трампа и растущей интенсивностью прилетов вглубь территории России? Да, связаны. Это ровно то, чего мы коротко коснулись вчера. Путин пытается показать: его нельзя считать слабым. Нельзя отказываться от разговоров с ним, ведь он не слабый. Его характеризует не неспособность защитить свою территорию, а тот факт, что он воюет с НАТО и, тем не менее, продвигается. Это не Путин бумажный тигр, а НАТО, которая не в состоянии сдерживать путинский натиск. Заочная полемика с Трампом на Валдайском форуме преследовала только одну цель. Сейчас продолжим. Сначала небольшая коммерческая реклама. Посмотрите, пожалуйста. Есть шутка: жизнь в России — это игра с повышенным уровнем сложности. И есть в ней доля правды. Нормальный интернет только с VPN. Чтобы поехать за рубеж, нужно пройти целый квест с оформлением виз и выбором маршрута. Чтобы расплатиться за границей, нужна карта иностранного банка, иногда несколько, ведь виртуальные карты не всегда подходят для оплаты. А именной пластик получить самостоятельно, без местного ВНЖ, очень сложно, дорого и долго. Чтобы все получилось, можно обратиться к специалистам, которые сотрудничают с проверенными банками и предложат сразу несколько решений под ваш запрос, от недорогих карт с бесплатным обслуживанием до премиальных счетов с открытием ИП. Такие специалисты работают в компании SkyZit. Они оформляют карты и счета в банках ближнего зарубежья – Казахстана, Грузии и других стран. Компания давно на рынке и уже помогла более чем 15 тысячам клиентов. Карты оформляются официально и удаленно. Именной пластик доставляют к вашей двери. Нам тоже такие выпустили, мне и еще нескольким сотрудникам редакции. Мы карты протестировали в разных странах, все работает. Плюсы подобных карт – это приложение на русском языке, возможность пополнять переводом с российских карт прямо со счета в Сбере или в Т-банке. Курс валют при этом близок к курсу ЦБ, лишних конвертаций не будет. Сможете, как и раньше, пользоваться за рубежом различными Pay-системами, снимать наличные где угодно, оплачивать иностранные сервисы, бронировать авиабилеты, автомобили и отели. А еще у вас появится страховка путешественника, станут доступны ускоренные проходы в бизнес-залы в аэропорту. Оформить себе карту вы можете в удобном Telegram-боте или через менеджера. Вам понадобится только загранпаспорт любой страны или внутренний паспорт России. Поддержка сопроводит вас на всех этапах, от заявки в банк до первой аренды автомобиля. Обращаться к ним можно по любым вопросам. И все это без серых схем и по доступным ценам. У SkyZit даже есть рассрочка с первым платежом через месяц. По промокоду КАЦ будет скидка от 5 до 15 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании, активируйте скидку и верните себе привычный комфорт в путешествиях вместе со SkyZit. Продолжаем. Спасибо, что смотрите рекламу. Так вот, заочная полемика с Трампом на Валдайском форуме преследовала только одну цель – убедить американского президента, что Путин до сих пор сторона силы, что он все еще сторона, к которой нужно присоединиться, что он способен достичь целей, которые перед собой поставил. Что в этой попытке показательно? Полное отсутствие реакции из Вашингтона. Никто не стремится вновь похвалить друга Владимира за что-нибудь, хотя еще весной обязательно похвалили бы. Проблема для Путина в том, что к осени ему действительно не за что зацепиться, не о чем похвастаться. Нечем доказать свою способность не только достигать каких-то целей, но даже вести войну в прежнем режиме бесконечно долго. Просто сложим все обстоятельства и перечислим их через запятую. Путин внезапно, неожиданно для многих, оказался заметно беднее, чем представлялось. И это нефтяной диктатор, чей бюджет выглядел бездонной бочкой, из которой можно вытаскивать деньги на все и сразу. На производство оружия, на выплаты контрактникам, на зарплаты в ВПК и смежных сферах, на покрытие издержек от санкций, на скупку топовых блогеров с Ютуба в ВК и пиар-мессенджера Макс, на убытки государственных компаний, на пенсии и бюджетников, на все. Поколение 35-летних хорошо помнит программу Art Money. С помощью нехитрых манипуляций можно было в любой игре сделать себе бесконечное количество денег и любых других ресурсов.
Так вот, весь мир пару лет жил в полной уверенности, что Путин как-то эту программку приделал к российской экономике. Вроде бы все очень неэффективно, деньги просто сжигаются, но они всегда есть. А теперь оказалось, что их нет, а хуже того, нет идей, где их взять. Повышение НДС на 10-ю часть – это огромный удар по экономике и гражданам, особенно бедным. Но на выходе это, в самом лучшем случае, жалкие 1,5 триллиона при запланированной дыре в этом году в 5,7 триллионов, которая еще и наверняка вырастет. Даже интересно, можно ли выглядеть в глазах Трампа хуже, чем прослыть нищим? Чем прослыть тем, кто живет в долг и едва сводит концы с концами, будучи еще и при этом руководителем России. Да, Путин традиционно перед наступлением холодов начинает кампанию блокаута Украины. 4-й год в один и тот же сезон начинаются прицельные удары по энергетической инфраструктуре. Что должно показать, что, во-первых, он совершенно отмороженный, а во-вторых, его способность разрушить жизнь гражданского населения противника. Но это первый год, когда такие попытки предпринимает и Украина тоже. По России летит беспрецедентное количество беспилотников, причем мероприятие это еще и унизительное. День рождения Путина отметили сотнями дронов. Сеть полна кадров с самыми разными взрывами. Где-то случается локальный блокаут, и опять, кроме демонстрации слабости Путина, тут нет ничего. Последний повод для гордости – наступление на фронте, которое было таким неизбежным катком, перед которым можно только сдаться, оказалось медленным, кровавым, не слишком успешным. Судя по всему, по крайней мере по картам и традиционному нытью в Z-каналах, а и оно выдохлось окончательно. Помните, как Трамп говорил Зеленскому «У тебя нет карт», имея в виду, что Украине следует подчиниться требованиям Путина, ведь их нечем крыть. Сейчас же все выглядит так, что карт нет у Путина. Он не может устроить значимую эскалацию, которой все когда-то опасались, просто потому, что у него нет на это средств. Он может в новом году потратить на войну на несколько процентов больше денег, может даже на несколько десятков процентов, но не в 2 раза больше. А именно столько нужно, чтобы война обрела какое-то новое качество. У Путина весь бюджет, с учетом дефицита, 44 триллиона. Невозможно потратить на войну из них 25 или 30. А если это невозможно, значит не получится набрать в 2 раза больше солдат и платить им в 2 раза больше денег. Не получится наладить производство танков, самолетов, дронов, ракет, средств ПВО, всех орудий войны в принципиально иных масштабах. Можно его как-то линейно наращивать, все больше обирая реальный сектор налогами, все глубже проваливаясь в долги, но уже не получится, как в первый год войны, резко херануть расходы в 3 раза. Россия достигла пределов роста военных расходов, даже в условиях текущих, очень комфортных цен на нефть. Очень сложно считать, что Путин все равно победит, если не видно, как он может это сделать. Где у него ресурс, где у него резерв, который пока не пущен в дело. Что он такого пока не сделал, что может сделать? Что у него есть, кроме понтов? Именно поэтому в ближайшее время мы будем часто сталкиваться с жанром, где Путин разговаривает не с теми, кто перед ним сидит, и не с телезрителями, а с невидимым собеседником то ли в Вашингтоне, то ли в Пекине. Именно этих невидимых собеседников он пытается убедить, что все совершенно не так плохо, как выглядит, что он не намертво застрял безо всяких перспектив в бессмысленной войне, которую непонятно зачем затеял, а еще способен побеждать. Мы много такого увидим, потому что с каждым прилетом, с каждым блокаутом, с каждым горящим НПЗ, с позиционным кризисом на фронте, который становится все более очевидным, остается все меньше возможностей как-то иначе себя показать, кроме слов. Если нет денег, и все видят, что их нет, что гульнули за 3 года, как в последний раз, как на деревенской свадьбе, то нужно хотя бы сказать, что они будут в будущем, ведь экономика растет. Значит, пусть не в следующем году, но когда-то потом деньги на новый масштаб войны таки найдутся. Если нет побед на фронте, значит, нужно активно намекать. Всему виной поддержка и помощь зловещего НАТО. НАТО, с которым Россия воевать не собирается, но на самом деле воюет. Мол, лишите только Украину помощи, и вот тогда все точно получится. Но это тоже такой себе аргумент. Ведь Путин по весне уже и так получил, что хотел. Трамп отошел в сторону, отрезал Украину от всего, от чего мог отрезать. Но при всей помощи от Северной Кореи снарядами, орудиями, техникой и солдатами Путину не удалось добиться обещанных и анонсированных результатов. С наступлением осени и с окончанием последних бесед о переговорах мы наблюдаем совершенно новую тенденцию. Нечто глобально сломалось. В российских новостях какое-то позорище. Как-то везде все не слава богу.
И понятное дело, что это ощущение общее. Оно одинаково и для тех, кто из окна видит прилет, и для тех, кто теперь не привезет себе машину из Кореи, и для тех, кому с Нового года придется погрузиться в дивный мир уплаты НДС, и для элит, которые видят, что добра на всех не хватит, а значит, скоро начнется грызня и новый передел, и многих сгрызут, и для внешних наблюдателей, кому Путин снова не кажется победителем. У внешних наблюдателей раньше было ощущение, что Путин передавят просто временем и избытком ресурсов. У наблюдателей внутренних, что война – это время небывалого обогащения, мол, денег хватит на всех. Оказалось, что и то, и другое впечатление имеет срок годности, что даже обширные резервы, если их сжигать в печи, становятся ограниченными. И чем более явными будут эти ощущения внутри и снаружи, тем больше мы будем слышать пространных рассуждений, когда сквозь зубы признается, что да, сейчас все так себе, но дайте только время, мы, мол, справимся. До завтра.